Всем привет, с вами Андрей. Сегодня суббота, есть время пройти по барахолке, так что давайте пройдемся и найдем какие-нибудь интересные сокровища. Так что погнали! Ну вот, ребята, посмотрите. Газета 39-го года, Гамбургская газета. Кто-то вот собирал, и она аккуратненько в пленку запечатана. Ну да, красивая начальная такая страница. Что читали в каком году? В 39-м году за 22-23 июля. Кстати, это уже время Гитлера, и уже шла война в Европе. Да, интересно. Ну и здесь тоже есть старые книги, я вижу. Was kostet, moin, was kostet sowas? Ja, 20. Давай für 10. А? 10. Купили мы газету за 10 евро 1939 года. Это время Гитлера. Шла уже война в Европе. И может быть на этих страницах есть интересные какие-нибудь статьи или даже репортажи. Так что я дома пролистаю и сделаю отдельный обзор этой газеты. Подписываемся, смотрим, продолжение следует. Ну а мы идем дальше. Тут все лежит в разнобой. Если что-то увидеть, то надо зоркий глаз иметь. Вот смотри, есть картины интересные. Давай посмотрим. Это не оригинал, да. Уже моя супруга говорит, потому что она в этом плане все-таки лучше меня разбирается. Это не оригинал, ребята. Жалко. Рембрандт. Понятно, что фотокопия. Если был бы оригинал, бы стоил бы миллионы евро. Но вот это точно оригинал, ребята, я вам скажу. Кто-то учился рисовать. 99-й год. Что здесь интересного есть? Это куда? Я вижу, да. Это для фруктов или для каких-то сладостей? Выпечки. Вас костает? 10 евро хочет. Угу. Я сейчас гляну, да. Здесь даже есть чай и листочки нарисованы. А здесь для кофе. Для кофе. Ну да. Ух ты! Еще и пробковая заглушка. Марка? Да, нету марки. Не стоит печати. Но она... Да, скол есть, так что... Но интересно выглядит. Так, ну а здесь, смотрите, такой декоративный кинжал с ножнами. Мы нашли все-таки название вот этого знака, то, что мы купили, чашу. Вот, Фёрстенберг. Это Вест-Германия, порцелан, фирма известная, дорогая. И этой посуде, наверное, более 40 лет по минимуму. И она выглядит как новая. Да. Хотя, конечно, можно что угодно положить. А вот китайская посуда. Итальянская посуда. Сегодня у меня супруга экскурсовод по посуде, так что все расскажет и покажет. Нет, не посмотрим. Фирма очень. Твоя? 1814. Фрагадзи, да. Да. Тоже немецкая посуда. 1814 год стоит.
отсюда вот сюда. Да тут целый набор даже. Женщина подошла и спросила, могу я заплатить картой. Я первый раз такое слышу, что на базаре можно картой платить. Ты не слышала? Да. Так что вот мы сейчас прицениваемся к двум этим тарелкам. Давай 2 für 7. Für mich. 2 für 7. Gut? Возьмем 2 за 7. Ну, это ящик для боеприпасов. Натовский ящик. Так что здесь хранили снаряды. Ну, стоит же вот бомбы 77-го или 78-го года. Ящик. А вот так, ребята, украшения лежат. Вот в такой куче. Ну да, это, конечно, это просто бижутерия, но ее просто скинули в одну кучу. Я, конечно, в украшениях не понимаю, ребят, просто вам показываю, что вот можно совсем задешево купить разные вот такие браслеты, часы есть женские, вот старенькие. Это старые такие дозы для хранения разных круп, немецкие. Ну, я знаю, это крупы, сахар и разные другие приправы. Хороший набор, но он старый и много трещин есть, так что просто вам показываю, что такие наборы можно тоже купить. Сегодня очень большой обзор будет, ребята, потому что я взял с собой супругу, ей все нравится, рассмотреть каждую деталь, каждую посуду посмотреть. У нее такой меткий взгляд. Правильно говорю, меткий? Ты из меня эксперта не делаешь. Ну ты же эксперт. Все-таки по посуде, по живописи ты лучше разбираешься, чем я. Я более по другим вещам. Вот. Здесь вы, как видите, все в коробках лежит. Это видно, выносили из дома. Все в разноброс. Ребята, смотрите, для коллекционеров разные старые монетки. Я вообще не разбираюсь. Вот смотрю, 1893 год. Но это видно годы жизни вот этого человека. Так что, ребята, разные монетки. Какие они ценные, какие они просто старые. Тяжело сказать. Да, я стал чуточку богаче. Вы слышите звон монет. Здесь собраны монеты из всей Европы, но это очень старые монеты. Есть монеты из страны такой, которой сейчас не существует, Югославия, и плюс разные другие монеты. Это я вам сделаю обзор чуть попозже, потому что повезло, я вот нашел, и мне продали за дешево. Не могу сказать за сколько, потому что это секрет. Ну, главное, что я их купил, так что сделаю обзор на эти монеты. Ну что, продолжаем с вами обзор барахолки. Сегодня удачный день, я уже стал богаче. У меня целая кассет монет. И теперь идем дальше и смотрим, что тут интересного еще есть. Старые интересные разные фигуры есть, деревянные. Смотри, закрывается. А вот уже и дождик покапал. Ах ты, ну что ж ты, дождь-то. Смотрите, немецкие кружки старые. А это хорватская кружка. Да, это репродукция. Хотя красиво смотрится, но это не оригинал, ребят, это репродукция. Вот такие старые стулья. Уже все сломанные стоят. Когда-то они смотрелись очень красиво. Давай посмотрим. Где карта? Все, давай сейчас подойду, посмотрю. Так, ну что здесь интересного есть? Карта есть, да. Я уже такие карты смотрел. Где она? Нет, я вот эту хочу посмотреть. Ну, это опять же, смотрите, карта
Год, давайте я сейчас найду. Европа. Я уже прочитал, что карта европейская. И... А год-то где? Слушайте, я год не вижу. Ну, показываю вам Тартарию. Здесь вот Москва, Руссия. Так что 10 евро хочет. В принципе, я в интернете посмотрел, они такие в интернете можно купить за такую же цену. Так что смысл брать, когда они в интернете есть. Да, ребята, вот еще карта. Мне моя супруга говорит, посмотри, какая красивая карта. Сейчас я вам покажу. Вернее, там что-то как Богатый покрытие- набор, да, смотрится? Покрытие уже немножко стёртое. Просто вам показываем, какие наборы были. Но за такую картину, хотя 20 евро, это где-то в коллекции висело, потому что есть табличка художника. На обратной стороне тоже есть описание. Рамка массивная такая, интересная. Нашел в интернете, вот она, картина сама. Мастер коллекцион DM600. Стоит в eBay 79 евро. Это Блюмена репродукцион. Ну, это опять не настоящее все. Репродукция только. Смотри, Зингер. Это тоже очень известная марка. И некоторые коллекционируют вот такие столы с швейными машинками. Вот еще одна модель. Привод ручной или даже нет. Здесь я вижу двигатель. Это уже более поздняя модель. И даже это не Зингер, это Адлер. И уже стоит двигатель. Люди подходят, берут. Все дешево, сердито. Подходи, бери, быстрее, быстрее. То скоро дождь начнется. Это я вам перевод перевожу. Мне в последнее время интересно такие тормоза блестящие. Ну это обычно они пластиковые. Да, они просто для... Надо нам посмотреть картины интересные. Вот есть. Но опять, Нет, это нам больше не надо. ну как-то не надо. Я хочу живописью заниматься. Старая хлебница, вот мне супруга показывает. Раньше такие в СССР были. Это, наверное, со времен ДДР. А вот вам картина из пуцлей. Вот кто-то сделал себе на выходных занятия. Решил собрать эти пуцли. Еще наклеил на фанеру. Ну, смотрится красиво, конечно. Кстати, вот хорошая такая картина, но она испорчена. Холст. Здесь вы видите уже все. Кто-то проделал дырки наглым образом. И, ну, в принципе, ее только, наверное, выкинуть. Потому что много очень работы с ней предстоит, чтобы восстановить. Красиво все, конечно, так расположено, все аккуратненько поставлено. Так, ребята, Гамбургский архив есть. Интересно. Это же у кого-то они взяли этот архив. Давайте посмотрим, что там внутри в этом архиве.
Так. Да, здесь уже показано, вот, национализмус и крик война. Адольф Гитлер, Атлантик Отель. В 1939 году он был в Гамбурге, приехал, его встретили. 1938 год. Да, это такой, как сказать, очень хороший архив. Посмотрите. Старые фотографии. Да, между прочим, интересная книжка, если вот так посмотреть. Очень старые фотографии есть Гамбурга. И в хорошем все состоянии. Жалко, что это все, конечно, вот так валяется все здесь. Вот так раньше фотографии ставили в рамки. Фотография очень старая. Я думаю, что даже 19 век. Ну, картины есть, да, посмотреть интересные, может быть, что-то есть. Рамки интересные вот лежат. Акции в рамке. 50 акция 50 марок стоила. Вот кто-то в рамку себе поставил и смотрел. Видишь, акции. Как раньше хранили. Не в банке, а на стенах висели. Ну, скорее всего, как-то, наверное, какой-то, может быть, музей или что-то. Или какой-нибудь. Ну, вот в таких можно что-нибудь и найти интересно. Это фишмарк in Альтона, это у нас в Гамбурге. Раньше вот такой был фишмарк, рынок, где продавали по утрам рыбу по воскресеньям. Это вот такой бачок раньше использовали как миксер, наверное. Крутишь, и там все перемешивается. Отлично так сохранился еще. Немножко крышка подклеить, и может быть даже для овощей это все было сделано туда. Крошить овощи можно было или капусту. Конечно, смысл брать 3 тарелки, когда не хватает остальной части набора. Так, я по просьбе супруги пробираюсь показать вам набор тарелок. Неполный, правда. Английский, да? Но здесь нету клейма. Английские тарелочки, ребята, посмотрите. А здесь есть. Да, английская посуда. 1776 год, 1976 год. Это, да, английская посуда. Видите, моя супруга разбирается в посуде. Сразу на глаз говорит, что английская посуда. Но я бы даже не сказал, что это английский, я бы не знал. Как? Насмотренность. Глаз у нее уже насмотрен, она знает все. Да, жалко 2 тарелки. Может быть, взять 2 тарелки? Was kostet 2 Teller? 5 евро хочет. 5 евро за 2 тарелки. Сейчас посмотрю, сколько набор должен быть. Дождик начинается, но мы уже идем на выход. Здесь уже надо побыстрее нам проходить. Ну давай быстренько пройдемся сейчас. Посмотрим. Тут уже на выходе так заглянем вот на эти ряды. Глазами пробежимся по товарам, посмотрим что-нибудь интересное. Уходя, что-нибудь увидеть, посмотреть. Ну вот такая посуда есть. Это немецкая посуда. Набор аккуратно запакован. Редко встретишь, что
Так, упаковали аккуратненько все. Посмотрите, набор какой красивый. Рыбный, это, наверное, для рыб. То есть специальные ножи, вилки. Оригинальный набор, ребята. Вот такие ящики лежат по всей барахолке. Здесь и часы, и старые фотоаппараты, навигационная система, катушки для удочек. На любой цвет и вкус можно найти. Старая камера пленочная, в хорошем состоянии. Даже нитки лежат. Памперсы, ребята, вообще выбор шикарен. Все, мы вышли с толкучки, с барахолки. Как еще назвать этот рынок подержанных товаров или блошиный рынок, да. Было очень сегодня все интересно, нам понравилось. Много интересных вещей увидели, кое-что купили. На некоторые вещи я сделал обзор. Это немецкая старая газета, так что заходите, подписывайтесь на канал. С вами был Андрей, всем пока.